Здорово, танкисты! С вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от List Game. Сегодня у нас на обзоре легенда за ранговые бои. Концепт 1Б. Американский тяжелый танк 9 левела. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся изучать в плавание эту машину и передаем слово Петровичу. Итак, коллижен модель нашего концепта 1Б. Ну и давайте начнем с корпуса. Корпус у нас 219, ну почти 220. И как для тяжелого танка, конечно, супер бронированным НЛД не назовешь. Но в целом, каких-то там восьмерок мы сможем вытанковывать даже в такой проекции. ВЛД 210, 216 вверху. Слабо. Вот по корпусу, конечно, слабоват концепт 1Б. Надо играть, стараться от УВН и от башни. Но есть еще вот такая вот подбашенная штучка, люк мехвода, да, здесь тоже 215. Вот, боковые рикошетные. Что касаемо корпуса в целом, я даже не знаю, кругляк вокруг башни, как его назвать, даже не подберу слов. Здесь все хорошо. 345, рикошет, нижняя часть надгусеничной полки 287, рикошет 250, рикошет. Вот, касаемо башни. Что касается маски орудия, 640, 400, 300. Вот эти вещи, вот 280, и то это прям точечка. Дальше уже 300. Вот, под маской орудия 282 щель над люком мехвода. Ну зачем туда прям выцелить, можно, если видите люк мехвода, газануть прям сюда. Верхняя часть башни 643 рикошет, 211 рикошет. То есть по правилу трех калибров от 150 миллиметров вот верхнюю часть в планку закидывать можно. Вот, есть у нас там лючок. Но он настолько маленький и тоненький, что там 210 всего лишь, да. Кстати, тут по центру какая-то штучка закрывает лючок, и там прям вообще щель остается. Если стрелять ему, то справа и слева, но ни в коем случае не в эту шишку. Боковое бронирование 120, и это нам здесь вот выше, надгусеничные 160, 220, от 110. В такой проекции башня у нас ровно. Ни в коем случае врагам нельзя подставлять башню вот в таком виде. Вот, конечно же, будет танковать от борта, будет. Тут вообще никаких вопросов. Но подставляете надгусеничную полку, которую вот здесь имеет, да. И танчик сюда начинает биться. 180, 265. Ну, здесь нет, этого уже, наверное, не увидите. Вот, плюс есть задняя часть вот этого моторного отсека, куда тоже, в принципе, при танковании от борта на этой машине вам смогут набрасывать. Сюда, ну и где-то вот здесь еще, вот сюда. Вот такое вот бронирование. Что касаемо орудия. Пушка у нас здесь 10 левела. Вот, альфа у нас 400, 515 на фугасе. Бронепробитие, кстати, на фугасе нищее, 53. На основном типе снаряда 258, на голде 310. 11 секунд на стоке пушка заряжается. Вот, ДПМ 2200. Как для тяжелого танка достаточно вменяемая точность. Опять же на стоке 0.38. И комфортное время сведения в 2,3 секунды. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем вездеходную ходовую. В четвертом отстройку параллакса. В пятом звукоизоляцию. В шестом берем вторым слотом на подвижность. И в седьмом слоте качаем перераспределение энергопитания. По оборудованию рекомендую поставить сюда закалку, турбину и досол. По снарядам. Основной снаряд у нас подкалиберный. Летит 1478 метров в секунду. Ребята, 1,5К. Голда здесь кумулятивная. И тоже очень редкая скорость для кумулятивных снарядов. 1173, почти 1200. И, кстати, осколочный фугасный снаряд здесь тоже летит, как и голдовый, с такой же скоростью. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь что можно в принципе сказать хорошего либо плохого за эту машину? По плохому у нас слабоват корпус в части ВЛД в первую очередь. Как НЛД неплохо защищено. А вот ВЛД слабовато. Что касаемо люка мехвода, тоже. Вот, по огневой мощи у нас есть суперкомфортные УВН, как для тяжелого танка, минус 10. У нас очень быстрые снаряды, хорошее пробитие.
сочная альфа. И пушка для такой альфы вменяемо заряжается менее 9 секунд. ДПМ, кстати, у нас подрос до 2800. Вот, хорошая точность. 0.33, комфортное время сведения. Ребята, стало уже 0.33, как СТ-шка. Тяжелый танк, по сути, как СТ-шка. Так что по пушке здесь вопросов нет вообще никаких. Касаемо еще раз, возвращаемся к бронированию, в целом по ХП. По ХП на закалке у нас 2040, и это очень даже неплохо. Вот, а учитывая броню в башне и наши УВН, мы очень долго можем жить на рельефных, на городских картах, играя от башни, но не подставляя люк мехвода и верхнюю часть корпуса. Об этом надо всегда помнить. Теперь дальше жирный плюс, почему мне эта машина очень нравится. Потому что я ее полевой модернизацией, установив на нее турбину, просто банально превратил этот тяжелый танк в средний. Да-да, в средний. 54 вперед, 21 назад, почти 23 лошади на тонну. То есть эта машина легко набирает свою максималку, едет свою максималку и хорошо откатывается назад. Вот. По обзору 423 метра. Ну, стандартный обзор для тяжи девяток. Здесь обычные параметры. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как концепт 1Б себя чувствует в рендоме. Поехали. Так, господа, обзор боем концепт 1Б. Вот, американский тяжелый танк 9-го левела. За ранговые бои, за боны я его брал. Считаю одним из лучших танков вообще в игре. Очень нравится машина, невероятно нравится. ДПМ, броня, подвижность. Ну, это средний танк, только с броней. На 9-м уровне. Мне кажется, тебя тут сильно недооценили. Покажешь им всю свою силу? Броня не пробита. Ждем. Справа уже нарисовал центриончик. Слушайте, ну они центр нам отдают, там мало машин врагов. Надо, чтобы наши ехали. Что-то ему повредил. А? Как? Проехал. Хорошо, проехал. Броня не пробита. Не попали.
Мерзость какая мелкая, а. Блин, у нас на зеленке все плохо. Пробитие! Не пробил. Блин. Гаддем, я теперь просто мишень. Заменили трак. Газу, газу. Не пробиваю его. Что-то повредили ему. Вот и броня. Вот так, отлично. Не Это пробил. чё за Да шутка? Что такое? Это что за шутка была? Есть пробитие! О, хороший выбор. Минус один. -1. Так, катим, катим. Броня не пробита. Пробил его! Пробил его! Отличный выбор. Это было слишком предсказуемо. Отличная работа. Проверь-ка. А давай снова в порядок. Ай-яй-яй-яй. С этим все. Ну, маловато настреляли в этом бою. Что-то я долго с Центурионом там маялся. Что-то у меня какой-то... Как рассинхрон был, я даже не знаю. Что-то как-то все вот двигалось вообще непонятно. Ну, 3200 дали, маловато, конечно, но в целом... В целом сойдет. Концепт 1Б, как я считал, один из лучших танков, так он и является. Ребят, ну вы сами рассудите. Подвижные СЛТшки в броне тяжелого танка с пушкой от точной СТшки. Ну, что тут скажешь? Ну, первое место.
Машина просто уникальная. Жаль, что большинству танкистов ее негде приобрести. Это по понятным причинам она была за ранги. Кстати, она долго висела за ранги в боновом магазине. Не в боновом, а в ранговом магазине. И машины, конечно, 5 из 5. Реально. Если полностью полевой модернизации и вот по оборудке вот так вот прокачать, становится прям имба. Ребята, у кого есть концепт 1Б, свои комментарии пишите под видео, как вам машина, получается на ней или нет. Как по мне, ну прям имба. Ну, в один уровень по комфорту игры с тем же самым, не знаю, Чифтейном, Объект 279 ранний. Ну, машина просто уникальная. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.